Всем привет на этом канале. Случилась у меня трагедия. Оставил я вот так фрезу, и дождь пошел, а я не надел крышечку. И в фрезу, в редуктор дождь налил воды. Какой я молодец. А потом я фрезу, в которой была вода, присоединил к мотоблоку. И, соответственно, вода перелилась в картер коробки. И теперь тут не масло, а эмульсия. Так что сегодня буду менять масло. Его все равно надо поменять, потому что, как купил мотоблок, 13 лет, я его только доливал, ни разу не менял. Так что есть повод. Но не делайте так, как я. Не оставляйте фрезу на дожде. А если оставили, то слейте с нее воду. А то будет вот такая вот фигня. Чтобы масло поменять, ставим мотоблок ровно и выкручиваем сливную пробочку. Это самая нижняя точка картера коробки. Так, и сливаем всю эту чачу. Маслом назвать уже нельзя. В какое-то корыце. Потом будем использовать для технических нужд. 2,5 литра в коробку должно входить. Сделал я себе непредвиденной работы. Какой я молодец, если не сказать больше. Вот такая вот чача получается. Не масло, конечно, а сплошная эмульсия. И все это выливаем очень аккуратно в канистрочку, как я делаем, чтобы ни капли не пролилось. Все делаем как я, потому что я молодец. Главное, ни капли не пролить. Пока оно там сливается, покажу, купил я масло ТАТ-17. Одно белорусское, написано 80В90, сделано Белнефть, город Гомель. Второе украинское. Украинское это вообще что-то с чем-то. Написано вязкость 85В90, на белорусском 80В90. Но что самое интересное, на украинском указано GL5, классификация по API. С каких пор ТАТ-17 это стало GL5, не знаю. Но самое интересное, что на этой бутылке не написано, кто расфасовывал, то есть производителя нет. Это по-украински. Выпустить какую-то ерунду и не указать, кто делал. Претензий выставлять некому. В Белоруссии насчет этого все более цивильно, конечно. Ну ладно, купил я 3 баклажки литровых масла, потому что в мотоблок 2,5 литра в коробку ходит. Коробка у меня 81-я, на 8-сильная, значит. Если, конечно, это вам что-то скажет, 81-я коробка, потому что многие в коробках не разбираются. Поэтому для кого-то это темный лес. Так что если будет большое желание и будет много комментариев рассказать про типы коробок на мотоблоках, то сниму видео, расскажу. Ну, сейчас все мотоблоки продаются с одной единственной коробкой, 101-й, то есть с десяткой, на 10 лошадиных сил. Даже если мотор стоит на 12 кобыл. Так что таким образом нас продавцы немножко жучат во все щели при покупке мотоблока. И этот нюанс не рассказывают, что у вас мотор-то 12 лошадей, а коробка-то десяточка. И коробочку такой мотор может и порвать ненароком. И как бы вес не тот, в общем, там нюансы есть. Но это, конечно, дело такое. Будет время, расскажу. Так, ну что теперь? У нас масло зависло на шестернях, эмульсия, то есть, а не масло. Маслом назвать уже нельзя. Все это дело надо помыть. По-хорошему, то надо, конечно, было залить в картер солярки по уровню, вывесить мотоблок, провернуть трансмиссию, чтобы все эти шестеренки солярочкой хорошенько помылись. Это был бы очень хороший вариант. Но дело в том, что сейчас солярки днем с огнем, все ушло на танки, солярки нету. Работаем на прошлогодних запасах. Они очень скудные, поэтому расточительно это сейчас потратить литру солярки на то, чтобы помыть шестерни. Поэтому будем действовать по-другому. Возьму я росинку, налью туда солярку и буду этой росинкой и щеточкой отмывать шестерни. Это долго, конечно, нудно, но зато экономично, потому что все пошло на танки. Мир сейчас такой солярки не купишь, блин. Дожили. На пробке прокладку надо обязательно проверить. Она тут капроновая стоит. Ну, бывает, стоит медная. Но в моем случае капроновая. Вот как купил новый мотоблок, ни разу его, этот болтик, не откручивал. Завинчиваем это все назад. Хорошенько затягиваем. И будем заливать масло. Но по просьбе трудящихся просили показать, что внутри коробки. Сейчас покажу, что там внутри и как это все работает. Итак, это 81-я коробка на 8 лошадей шанхайского завода. Сейчас идут все в основном десятки, так что эти коробки сейчас уже вроде как не продаются. Ну, начнем с того, что здесь есть. Тут все очень просто. Вот сцепление. От сцепления идет вал сцепления. Это первый вал. Потом идут 3 подряд вала. Первый, второй, и там за ним стоит еще
третий. Вот так они идут вместе. Один, второй и третий. Так вот, первый вал, это вал пониженных, повышенных передач. Сюда же подключается фреза. Сейчас расскажу поподробнее. Следующий, второй вал, это первичный вал. За ним идет промежуточный вал. Это с большой шестерней вал. Он регулируется вот этими вот болтиками, центрируется. Значит, это вал разблокировок. И третий вал, который стоит в самом низу, это вал главных передач. Итого в коробке 1, 2, 3, 4, 5, 6 валов. Ну а теперь давайте посмотрим, как это все чудесно работает. Вот вал сцепления. На нем есть муфта с двумя шестеренками. На вале пониженных, повышенных передач тоже есть две шестерни. Шестерня – это пара повышенных передач, это пара большая и маленькая шестеренка, пара пониженных передач. Переключается, соответственно, на коробке. Вот сейчас она включена на повышенные передачи. Большая шестерня соединена с маленькой, то есть это повышенные передачи. Включаем пониженную передачу. Вот так она включается. Шестерня маленькая, зацепилась с большой шестерней. Это у нас пониженные передачи. Напомню, что коробка на 6 передач. 3 пониженных, 3 повышенных. Соответственно, задняя, повышенная, пониженная. Так вот, таким образом переключаются повышенные, пониженные передачи. Вот к этой маленькой шестерне подключается шестерня фрезы. И фреза у нас получается зависимая. Этот вал пониженных, повышенных передач имеет еще сбоку еще одну прямозубую шестерню. Эта прямозубая шестерня постоянно зацеплена с шестерней первичного вала, который стоит за валом повышенных, пониженных передач. И вот в этой шестерне, которая постоянно зацеплена, находится кольцо стояночного тормоза. То есть, когда мы включаем тормоз, выключаем тормоз, то там внутри этой шестерни расходится колечко. Так вот, оно находится на первичном валу внутри этой шестерни. Так что, когда мы включили пониженную или повышенную передачу, и у нас крутится вот этот вал, то там, соответственно, шестерни постоянно зацеплены, и, соответственно, постоянно крутится первичный вал. Вот видно, как он крутится. Но так как мотоблок стоит на нейтральной передаче, то, соответственно, вот тот третий вал, который стоит за этими двумя, то есть промежуточный вал, никак не крутится, потому что нейтральная передача. Дальше идем. Вот это вот здесь, вот, это муфта включения первой передачи и задней передачи. А вот это вот так, чтобы виднее было, это муфта включения второй и третьей передач. Ну а теперь давайте посмотрим, как они включаются. Включаем первую передачу. Муфта первой передачи поехала на первую передачу. Вот она, и зацепилась там с шестернями вторичного вала. А шестерня вторичного вала постоянно зацеплена с шестерней вала разблокировок. Включаем заднюю передачу. Та же муфта поехала на включение задней передачи. И вот эта шестерня зацепилась с шестерней вала разблокировок. Давайте с этого ракурса, чтобы было виднее, поставим нейтральную передачу. Вот муфта вышла из любого зацепления. Первая передача. Шестерня муфты зацепляется с шестерней вот той вторичного вала. Соответственно, он начнет вращаться. А вот эта большая шестерня вала разблокировок постоянно зацеплена с шестерней вторичного вала. Соответственно, передается крутящий момент на первой передаче на этот вал. Теперь нейтральная передача снова. Вот она. И включаем заднюю передачу. Шестерня маленькой муфты зацепилась с шестерней уже вала разблокировок. То есть крутящий момент уже не идет через вторичный вал, а идет напрямую с первичного вала на вал разблокировок. Если включаем первую передачу, шестерня зацепляется со вторичным валом. Если включаем заднюю передачу, вторичный вал никак не участвует, шестерня зацепляется сразу за вал разблокировок. Теперь поставим муфту в нейтральное положение и включим вторую передачу. Будет работать другая муфта. Включаем вторую передачу. Вот у нас муфта второй, третьей передачи. Вот это шестерня второй передачи. Она зацепилась с вторичным валом, с тем третьим валом, который плохо видно. Включаем третью передачу. Муфта эта зацепилась уже шестерней, которая побольше, опять же,
с тем дальним валом, то есть со вторичным валом. Еще раз, нейтральная передача, включаем вторую передачу. Вот, эта шестерня зацепилась с той шестерней, которая за ней. Вот на нейтральной передаче ее видно. Вот с этой шестерни. Это получается у нас вторая передача. Теперь подключаем шестерню побольше, третью передачу. Она будет зацепляться вот с той шестерни, которая находится на вторичном валу. Включаем третью передачу. Вот она зацепилась. Большая шестерня зацепилась с той шестерней на вторичном валу. И теперь, если покрутим валы, то видно, что у нас вторичный вал вращается. А это вал разблокировок. Вот на рогах есть у нас такие клавиши. Нажимаем, разблокировали правое колесо. Заблокировали правое колесо. Нажали на левой стороне, разблокировали левое колесо. Отпустили, заблокировали левое колесо. В нормальном положении колеса постоянно заблокированы. Блокируются вот этими вот шестернями левого колеса, правого колеса. Они заходят, они внутренним зацеплением зацепляются за вот эту вот большую шестерню, которая постоянно зацеплена вторичным валом. И если эти шестерни две зацепленные, левая и правая, то у нас колеса заблокированы. Если нажать клавишу, левая разблокирована, нажимаем правую клавишу, два колеса разблокированных. Пускаем, два заблокированных. Надо повернуть налево, нажали рычаг, шестерня вышла из зацепления, левое колесо разблокировано, не крутится, только крутится правое колесо. Надо повернуть направо, соответственно, наоборот сделали. Выжали два рычага вместе, оба колеса разблокированы, мотоблок остановился. Ну а дальше у нас идут два вала главной передачи. Тут уже ничего не переключается, тут просто понижается передача. Вал блокировок через муфты блокировки зацепляется с этими шестернями двумя. На нем еще есть понижающие шестерни. И вот уже понижающие шестерни зацеплены. Там внизу есть шестерни полуосей. С каждой стороны, с левой и с правой. Вот идет чулок полуоси, тут подшипник, а на конце с этой стороны стоит шестерня. Так вот, та шестерня полуоси правого колеса зацепляется с этой шестерней, а соответственно шестерня полуоси левой зацепляется с этой шестерней. Тут просто получается понижающий редуктор. Ничего сложного тут нету. Если мы покачаем мотоблок, то увидим, что вот эти шестерни действуют по-разному. То есть это вал не сплошной, он состоит из двух половин. Половина на правое колесо, половина на левое колесо. Давайте я его пошатаю, увидите, что они крутятся не совместно. Вот видно, они вращаются в разные стороны. Так вот, они передают крутящий момент на правое колесо и на левое колесо. Он вроде вал кажется сделан из одного куска, но на самом деле он сделан из двух половин. И вот эта половина крутится относительно этой половины вот в этой муфте. В общем, ничего сложного в принципе нету, но, конечно, эта коробка очень компактная и немножко сложнее, чем жигулевская. Ну, конечно, тут синхронизаторов нет, поэтому с этим проще, но во всем остальном она, конечно, немножко сложнее, чем обычная жигулевская коробка, самая простая. Но, тем не менее, в ней можно разобраться, ничего сложного нет. Так, заливаем масло. Заливаем масло. Масло я заливаю через открытый люк сзади коробки, потому что там вверху есть специальная пробка для заливки трансмиссионного масла. Но не знаю, кто ей пользуется, может кто-то и пользуется. Лично мне так оно абсолютно неудобное. Масло имеет конкретный зеленый цвет. Что они там намешали, фиг его знает. Какой-то интересный цвет у этого масла. Ну ладно, написали ТАТ-17, значит ТАТ-17, поверим им, нальем. Уникальный зеленый цвет, конечно. Что это за масло, кто его знает. Белорусское масло не такое зеленое. Что они там колотят, кто его знает. И белорусское масло более жидкое. А то густющее и цвет какой-то зеленый. Непонятное. Вот тут вверху на коробке расположена пробка для залива масла. Но она настолько в неудобном месте, что я ею никогда не пользуюсь. Ну, конечно, правильно пользоваться ею, потому что когда вы сюда заливаете масло, то смазывается сам механизм переключения коробки. То есть смазываются все эти ползуночки, которые отвечают за переключение вилками шестерень.
Поэтому, если механизм переключения у вас начал выбивать или клинить, то открывайте эту пробочку и туда 100 грамм масла плюх, и этот механизм смажется. Ну и, понятное дело, подергали за рычаг переключения передач, чтобы он хорошенько смазался, и тогда проблема может и уйдет. Обычно у меня уровень в коробке вот посюда. Когда такой уровень, ставишь фрезу, и масло нормально себе переливается в фрезу. Когда снимаешь фрезу, переливается назад. В общем, тогда всегда масло есть и в фрезе, и в коробке. Не надо за этим следить, всегда масла хватает. Потому что сейчас с фрезы тоже масло слил, подцеплю фрезу, масло шестерни в фрезу забросают, и здесь уровень упадет. И тут уровень окажется еще меньше. А сейчас уровень вот такой. В общем, тут добрых пол-литра еще не хватает до уровня. Вот так и живем. Все хотят обмануть. Написано на бутылочке литр. Я купил 3 бутылочки, это 3 литра. А по факту 850 грамм. Вот вам на ровном месте этого пол-литра и не хватает. Вот же ж люди. Ну, молодцы, что могу сказать. Молодцы. Ладно, печальная эта вся история. Надо будет докупить еще бутылку, долить. Ставим пока все назад, потому что надо что-то делать, надо работать. Перед тем, как ставить плиту, надо проверить состояние вот этой вот прокладки. Ну, обычно она нормально служит и долго, но бывает рвется. Так, устанавливаем плиту, затягиваем и вперед за орденами. Ну, а сегодня было вот такое вот видео. Кому понравилось, лайк, потому что я очень жаден до лайков. И пишем в комментариях, может, кто сталкивался с такой ситуацией и вас тоже на масло нажучили. Буду тоже высказывать соболезнования. Такие вот дела. Вот так мы и живем.